Кораблекрушение французского грузового судна «Монт-Бланк». Судно «Монт-Бланк» было грузовым судном, построенным в Мидлсбраук, Англия, в 1899 году и купленным французской компанией De Transport Maritime. Судно «Монт-Бланк» был бродячим пароходом, перевозившим самые разные грузы по всему миру. «Монт-Бланк» был построен на британской верфи в Мидлсбраук, Англия, для французских владельцев. Судно несколько раз меняло владельцев под французским флагом и было зарегистрировано сначала в Марселе, затем в Руане и, наконец, в Сент-Назавайр, Франция. Во время Первой мировой войны судно «Монт-Бланк» был куплен у Гастона Петти 28 декабря 1915 года компанией GNL Transatlantic ВКДК, французская линия, французской государственной корпорацией, которая взяла на себя большую часть судоходства Франции во время войны. Он был зафрахтован для перевозки полного груза различных типов военной взрывчатки из Нью-Йорка во Францию в ноябре 1917 года. «Монт-Бланк» не был особенно старым судном, но был относительно медленным, обычным пароходом, типичным для многих грузовых судов военного времени. Он покинул Нью-Йорк 1 декабря, чтобы присоединиться к колонии в Галифаксе, Новая Шотландия. Он прибыл из Нью-Йорка поздно вечером 5 декабря под командованием Эмилия Мёдик. Судно было полностью загружено взрывчатыми веществами TNT, пикриновой кислотой и пушечным хлопком в трюме, а на палубе стояли бочки с высокооктановым топливным бензолом, который сам состоял в основном из легколетучих и легко воспламеняющихся углеводородов, бензола и толуола. Он намеревалось присоединиться к медленно собирающемуся конвою в бассейне Бёдфорд, готовящемуся отправиться в Европу, но было слишком поздно, чтобы войти в гавань до того, как будут подняты подводные сети. Судам, перевозящим опасные грузы, не разрешали заходить в гавань до войны, но риски, связанные с немецкими подводными лодками, привели к ослаблению правил. Фрэнсис Маки, опытный лоцман гавани, поднялся на борт «Монт-Бланк» вечером 5 декабря. Он спрашивал об особых мерах защиты, таких как сторожевое судно с грузом парохода, но никакой защиты не было установлено. Судно «Монт-Бланк» начал движение 6 декабря в 7 часов 30 минут утра в сторону Бедфордского бассейна. Фрэнсис Маки следил за паромным сообщением между Галифаксом и Дартмутом и другими небольшими лодками в этом районе. Судно «Монт-Бланк» впервые заметил плывущее судно ИМО, когда она находилась примерно в 1,21 километра, 0,75 мили от него, и забеспокоился, поскольку ее путь, казалось, направлялся к правому борту его корабля, как будто чтобы сбить его с курса. Фрэнсис Маки коротко просигналил сигнальным свистком своего корабля, чтобы указать, что он имеет преимущественное право, но был встречен двумя короткими звуками от судна ИМО, указывающими на то, что приближающееся судно не уступит свою позицию. Капитан приказал Монблану выключить двигатели и слегка повернуть вправо, ближе к Дартмутской стороне пролива. Он издал еще один одиночный свисток, надеясь, что другое судно также двинется на правый борт, но снова был встречен двойным свистком в знак отрицания. Моряки на ближайших кораблях услышали серию сигналов и, поняв, что столкновение неизбежно, собрались, чтобы посмотреть, как судно ИМО приближается к судну Монблану. Хотя к этому моменту у обоих кораблей были выключены двигатели, их инерция несла их друг на друга на медленной скорости. Не имея возможности посадить свой корабль на мели из-за страха удара, который может привести к взрыву его груза, Фрэнсис Маки приказал Монблану резко поворачивать влево, штурвал правого борта, и пересек нос норвежского корабля в последнюю секунду, чтобы избежать столкновения. Два корабля были почти параллельны друг другу, когда судно ИМО внезапно послал 3 сигнальных залпа, указывая на то, что корабль переключает двигатели. Сочетание высоты безгрузового корабля на воде
и поперечной тяги его правого гребного винта заставило корабль повернуться головой в сторону Монблана. Нос судна ему вошел в трюм номер 1 французского судна по правому борту. Столкновение произошло в 8 часов 45 минут. Хотя повреждение судна Монт-Бланк было несущественным, он опрокинул бочки, которые открылись, и залили палубу бензолом, который быстро хлынул в трюм. Когда включились двигатели судна ему, а потом быстро отключилось, что вызвало искры внутри корпуса судна Монблана. Они воспламенили пары бензола. Огонь начался у ватерлинии и быстро распространился по борту корабля, когда бензол вылился из разбитых бочек на палубах Монблана. Пожар быстро стал неуправляемым. Окруженный густым черным дымом и опасаясь, что он взорвется почти сразу, капитан приказал экипажу покинуть корабль. Очень большое число жителей Галифакса собирались на улице или стояли у окон своих домов или предприятий, чтобы посмотреть на впечатляющий пожар. Неистовая команда судна Монблана кричала со своих 2 спасательных шлюпок некоторым другим судам, что их корабль вот-вот взорвется, но их не было слышно из-за шума и смятения. Пока спасательные шлюпки пересекали гавань к берегу Дартмута, заброшенное судно продолжало дрейфовать и выбралось на берег у пирса 6 у подножия Ричмонд-стрит. В 9 часов 04 минуты утра неконтролируемый пожар на борту судна Монблана наконец привел в действие ее взрывоопасный груз, что привело к взрыву в Галифаксе. Корабль разлетелся на части, и от взрыва исходила мощная взрывная волна со скоростью более 1000 метров, 3300 футов в секунду. В центре взрыва возникла температура 5000 градусов, 9030 градусов по Фаренгейту, и давление в 1000 атмосфер. Вся команда выжила, за исключением одного моряка, который, возможно, умер от потери крови после попадания обломков в результате взрыва, 20-летнего стрелка Ива Кекинера. Среди пострадавших около 2000 погибших и около 9000 раненых. В результате взрыва было снесено более 1600 домов, еще 12 тысяч были повреждены. В результате взрыва судно Монблан превратился в осколки, в результате чего в зоне взрыва могло быть ранено много людей. Около 250 человек потеряли глаз либо осколками выдувного оконного стекла, а 37 человек ослепли. Этот взрыв считался крупнейшим техногенным взрывом в истории до Хиросимы. Для выяснения причин столкновения было сформировано судебное расследование, известное как расследование комиссара по аварийным ситуациям. Судебное разбирательство началось в здании суда Галифакса 13 декабря 1917 года под председательством судьи Артура Дриздейла. Отчет расследования от 4 февраля 1918 года обвинил капитана судна Монблана Эмилия Мёддик, пилота корабля Фрэнсиса Маки и командира Эвана Виата, главного следователя Королевского военно-морского флота Канады, отвечающего за гавань, и противолодочные корабли защиты, вызвавшие столкновение. Драйсдейл согласился с мнением комиссара по затонувшим судам Доминиона и Демерса о том, что судно Монблан несет ответственность только за то, чтобы избежать столкновения любой ценой с учетом груза. Он, вероятно, находился под влиянием местного мнения, которое было категорически против французский, а также стиль аргументации уличных бойцов, который использовал адвокат ИМО Чарльз Бёрчелл. По словам адвоката Краун Генри, это было большим сюрпризом для большинства людей, которые ожидали, что судно ему обвинят в том, что он оказался не на той стороне канала. Всем троим было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве и преступной халатности на предварительном слушании, которое заслушал независимый магистрат Ричард Маклиот, после чего они должны были предстать перед судом. Адвокат Маки Уолтер Джозеф О'Хирн обратился к судье Верховного суда Новой Шотландии Бенджамину Расселу с просьбой выдать приказ о выдаче судебного приказа «Habeas Corpus». Рассел согласился, что обвинения не имеют оправдания,
и освободил заключенного 15 марта 1918 года. Поскольку капитан был арестован по тому же ордеру, ему выписали выписку из тюрьмы, хотя он не провел в тюрьме никакого времени. Было много людей, которые были больше всего недовольны решением Рассела, в том числе генеральный прокурор Орландо Тайлс Дэниелс. 2 апреля попытка прокурора Эндрю Клуни от имени Генеральной прокуратуры отменить решение Верховного суда Новой Шотландии провалилась из-за отсутствия юрисдикции, как и 2 последующих предложения по предъявлению обвинения Маки 9 апреля. Гражданин О'Хирн указал на отсутствие юрисдикции с самого начала разбирательства. 4 из 5 судей, включая главного судью Эдварда Роберта Харриса, согласились. Судья Арсер Драйсдейл был единственным несогласным. В конечном итоге решение судьи Рассела было окончательным. Дело Ай было добавлено в качестве ссылки в Уголовный кодекс Канады, начиная с 1919 года в соответствии с разделом 262, озаглавленным «Неумышленное убийство». Рассел также председательствовал на слушаниях большого жюри командира Вята 19-20 марта 1918 года и судебном процессе 17 апреля 1918 года. Судебное разбирательство заняло менее дня и закончилось оправданием по обоим обвинениям. Судно «Монблан» был полностью разнесен на куски, а остатки ее корпуса были подброшены в воздух почти на 300 метров. Стальные фрагменты ее корпуса и деталей приземлились по всему Галифаксу и Дартмуту. Некоторые прошли более 4 километров. Сегодня несколько крупных осколков, таких как одно из орудий судна «Монблана», которое упало в 5 километров к северу от места взрыва, и ее якорь, упавшая на 3 километра к югу, установлены там, где они приземлились, как памятники. Другие выставлены в Морском музее Атлантического океана в Галифаксе, где хранится большая коллекция фрагментов Монблана. Многие были извлечены из домов неразрушенных. Разбитые остатки одной из спасательных шлюпок судна Монблана были обнаружены на берегу у подножия Моррис-стрит 26 декабря 1917 года. Таблички с именами с лодки были спасены и собраны Гарри Пирсом из Музея Новой Шотландии и сегодня являются частью коллекции Морской музей Атлантики.